coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Доки-Доки. Литературный клуб плюс. Рут, понятно, Сайори, если это можно так назвать. В прошлой серии мы ее навестили, и слава богу, она жива. Я думал, когда мы будем входить в дом, честно, может вы этого не заметили, но я очень сильно боялся, что я сейчас увижу ее, ну, вы знаете, в каком виде. Те, кто играл. Но, слава богу, все обошлось. Наш главный герой, глупец, наконец-то все осознал и будет пытаться помочь ей. Ну и мы в частности. Рекомендую эту серию посмотреть, предыдущую. Сейчас подсказочка вылезет. А те, кто уже ее видел, добро пожаловать. И мы продолжим. Извините, тут будут некоторые инородные звуки. У меня тут кот. А с ним я ничего сделать не могу. Так. Мне все еще не по себе, пока я иду домой. Но на этих мыслях трудно сосредоточиться. Ведь скоро в гости придет Нацуки. Наверное, Сайори права. Мне не стоит беспокоиться слишком сильно. А завтра нас ждет чудесный день. Не надо заглядывать слишком далеко вперед. Ну, будем надеяться, дружище. Вернувшись домой, я нетерпеливо дожидаюсь Нацуки. Вскоре от нее приходит смс-ка, что она уже здесь. Я бегу к входной двери и впускаю ее в дом. Привет. Привет. Не знаю, чего я ожидал, но увидев Нацуки не в школьной форме, я просто остолбенел. Она так сказочно выглядит. Школьная форма ни в коем сравнении не идет. Слушай, хватит меня смущать. Нам с тобой еще выпечкой заниматься. Я ничего делать не смогу, если ты будешь так на меня таращиться. Короче, ты впустишь меня или нет? Смотри, сколько я всего приволокла. Что так? А, понятно, небольшая ошибка. Смотри, сколько я всего приволокла. Нормально так, блин, официальное продолжение, ошибочку не убрали. Ай-яй-яй, разработчики. У Нацуки при себе огромная сумка. Тьфу, громадная сумка с припасами для выпечки. Я боялась, что у тебя на кухне может не оказаться чего-то нужного, и притащила все с собой. Ты купил все, что я тебе велела, правда? Конечно, купил. Вчера Нацуки прислала мне целый список. Хорошо. Я рада, что ты подготовился. А как же иначе? Похвала Нацуки меня удивляет. Обычно она говорит куда более резким тоном. Выходит, вне школы она и правда ведет себя по-другому? Ладно, пошли на кухню. Что ты даже не заберешь у меня тяжелую сумку? Это и есть твое гостеприимство, Олег? Ладно. Да ладно. С каких пор я обязан быть джентльменом? Я забираю у Нацуки сумку. Ох, ну и тяжесть. Ха-ха. Я ее всю дорогу сюда тащила. Прикинь? Ничего себе. Нацуки, я сражен. Выходит, все это время я тебя недооценивал. Хе-хе-хе. Это потому, что я маленького роста, да? Балда ты. Нацуки бьет меня в грудь кулачком. Эй, твой рост тут вообще ни при чем. Тебе настолько неприятно быть мелкой? Ну не то чтобы неприятно.
Хотя мне нравится утирать нос тем людям, которые оценивают меня по росту. Прикольно быть самой мелкой и все равно лучше других. Но... Ой, ладно, хватит. Зачем ты меня заболтал? Не надейся, что я стану обо всем с тобой трепаться, только потому, что мы не в школе. Так мы будем печь, наконец. Мне же еще учить тебя всему на свете. Ха-ха-ха. Чего? Вот это уже больше в твоем духе. С тобой прикольно, когда ты выкладываешь все, что у тебя на уме. Эй, вот теперь ты правда обращаешься со мной как с ребенком. Мне просто в кои-то веки захотелось сказать тебе что-то хорошее. Может, у меня и не такая женственная фигура, как у Юри, но это не означает, что со мной можно говорить как с... Нацуки осекается и заливается краской. Извиняюсь, заливается краской. Ой. Нормально еще. Мы будем печь кексы, у меня зато еще с собой чай есть. Как удобно. Нацуки, хватит, забудь. Никто ничего не говорил. Я хочу извиниться. Мне приятно, что ты пытаешься быть вежливой. Я должен был ответить тебе тем же. А еще, если тебе и вправду это смущает, вообще-то многим парням нравится такая фигура, как у тебя. Откуда ты знаешь? Знаю, просто поверь. Гадость какая. Эй, это ты мне? А кому же еще? Давай уже делом займемся, что ли. Ха-ха. Когда девочка говорит тебе гадость, ты сразу скисаешь? Вот я и нашла твою слабость, Олег. Нацуки лукаво улыбается. Прошу тебя, перестань. Если Нацуки собирается и дальше обзываться, я тоже молчать не стану. Блин, девочка. Блин, главный герой девочка. Он не только глуповат, но еще и девочка. В душе. Но пока что кажется, что ей хватило. Она начинает разгружать свою сумку. Чтобы мы наконец смогли заняться делом. Вскоре кухня становится похожей на поле боя. Повсюду что-то рассыпано и разлито. Везде валяются ложки, грязные миски, пакеты. Мощности миксера не хватает, чтобы разместить все тесто разом. Так что приходится делать это в несколько приемов. Нацуки бдительно отслеживает каждый мой шаг, чтобы я ничего не напортил. Тьфу. Чтобы я чего-нибудь не напортачил. Олег, ты куда заделал... Тьфу. Олег, ты куда заделал пищевой краситель? Пирожки пора отправить в духовку. Мне надо заполнить формочки. По-моему, краситель в пакете у стола. Зачем он тебе? Чтобы окрасить тесто, а ты как думал? Каждая партия будет другого цвета. Хотя на вкус пирожные будут одинаковые, все равно каждый сможет выбрать то, что ему больше понравится. Это ты классно придумала. С глазурью тоже будем колдовать. А ты как хочешь. Ты меня об этом не спрашивал. Ты меня об этом спрашиваешь? Мне в общем без разницы, так что... Да ладно, ты совсем не вкладываешь в это душу. Мог бы хоть сделать вид, что тебе интересно. Да мне нормально. Я вообще не понимаю, чего от меня хочет Нацуки. Я смотрю, как она разливает тесто по формочкам и в каждую добавляет капельку краски. Ничего себе, круто. Вот видишь, выпечка не сводится к тому, чтобы все делать по рецепту. Украшать пирожные – это самое интересное. Тут можно творчество проявить.
Потом, когда видишь, как люди смотрят на результат, понимаешь, что все усилия того стоят. Как в тот первый день, когда ты пекла для меня. Я помню, как гордо Нацуки ставила на стол пирожные в виде котят. И с каким восторгом смотрели на них Сайори и Моника. Мне бы тоже хотелось порадовать Нацуки. Да. Наверное, тогда я использую пищевой краситель. Кажется, ты начинаешь что-то понимать. Только сперва смешай глазурь как следует, и только потом добавляй краситель. Сейчас все будет. Ой. Извини. Пожалуйста, кот. Не надо мне мешать. Пожалуйста. Миксер мы использовали для теста, поэтому глазурь мне пришлось мешать венчиком. Все равно комочки остаются. Да ты вообще не стараешься. Ну, просто это долго. Мамочки, да я тебя всю ночь... Да я тут всю ночь проторчу, если ты будешь так ковыряться. Вот смотри. Нацуки забирает у меня венчик и другой рукой наклоняет миску. Видишь? Нужно взбивать изо всех сил, как злейшего врага. Пара секунд и глазурь выглядит уже намного лучше. Видишь? Чтобы это продемонстрировать, Нацуки сует в глазурь палец и облизывает его. Я пытаюсь сделать то же самое. Эй! Внезапно Нацуки хватает меня за запястье. Не смей совать свои дурацкие пальцы в мою глазурь. С каких пор это твоя глазурь? Ты забыла? Ты забыл, что? Подождите секунду. Получается, ты забыла, кто сделал за тебя всю работу? Я пытаюсь сопротивляться, чтобы все-таки засунуть палец в миску. Сейчас я тебе... Сейчас я и тебе взобью венчиком. Только попробуй. Я нажимаю сильнее, а палец наконец касается глазури. С торжествующим видом я черпаю глазурь. И в этот момент Нацуки дергает миску на себя. Ай! Нацуки толкает меня с такой силой, что я теряю равновесие. Она тоже оступается. Тьфу! Ты меня всю перемазал. И кто в этом виноват? У Нацуки на щеке здоровенная капля глазури. Она пытается слизнуть ее языком, но не дотягивается. Блин, знаешь что? Получай. Нацуки стирает глазурь со щеки пальцем и тычет мне в лицо. Еще чего? Я быстрее. Я успеваю перехватить ее запястье раньше, чем она меня выпачкает глазурью. Нацуки пытается отбиваться другой рукой, но я перехватываю и ее тоже. Ха-ха-ха-ха, прекрати. Сперва извини за все свои обзывательства. Ладно, извини, не буду больше обзываться. Я и не всерьез, ты же знаешь. Но ты так смешно обижаешься. Ты все время это делаешь. Ты все время это делаешь вообще-то. Говоришь всякие глупости, только чтобы на тебя среагировал. Тьфу, это она говорит. Ой, извиняюсь. Говоришь всякие глупости, только чтобы я на тебя среагировала. Нельзя так дразнить девочек. Что, правда? Тогда мне, наверное, и этого делать не надо. Я подношу палец Нацуки к рту и облизываю глазурь. Тьфу, подожди. Слизываю глазурь. Чё-то эта выпечка не туда пошла. Мы должны были спокойно печь кексы, а вот во что все это превратилось. Ты чего? Ты это сейчас серьезно?
Нацуки так ошеломлена, что даже не может на меня разозлиться. Она покраснела до ушей. Олег, так нельзя вести себя с девочками. Разве что с теми, кто тебе по-настоящему нравится. Ты ведь это знаешь, правда? Это что еще за вопросы она задает? Как быстро все между нами поменялось. Нацуки молча смотрит на меня. Я замечаю, как учащенно она дышит. Почему так кружится голова? Внезапно пожарная сигнализация начинает верещать. Нацуки кидается к духовке. Что-то горит? Мне казалось, что ты еще не ставила пирожные. Кхе-кхе. Ничего удивительного. У тебя там грязный противень, балда. Как можно было сделать такую глупость? Надо же проверять, прежде чем включать духовку. Причем тут я? Это твоя вина. Блин. Нацуки берет прихватку и вытягивает из духовки закопченный противень. Она ставит его на плиту. Еще секунда, и сигнализация наконец замолкает. Ладно, я сейчас поставлю их печься. Да, между нами все еще потрескивает напряжение. Но момент упущен безвозвратно. Я смотрю, как Нацуки засовывает в духовку пирожные. Потом неохотно берусь за венчик и продолжаю взбивать глазурь, как ни в чем не бывало. Извиняюсь. Так. Как вкусно! Как вкусно пахнет! Пирожные пора вытаскивать из духовки. Стоит Нацуки приоткрыть дверцу, и кухня наполняется сладким ароматом выпечки. Гляди, какие они классные! Она с гордостью демонстрирует разноцветные пирожные на разных противнях. А с глазурью будет еще красивее. Хотя уж мне-то об этом можно не говорить. Я принесла все для украшения, так что можешь включать фантазию. Вот, переложи глазурь в эти мешки. Нацуки протягивает мне пластиковые пакеты. У меня есть специальные насадки для выдавливания. Пусть будет красиво. Вот этой можно даже цветочки делать. Хотя сейчас нам она не понадобится, я думаю. А это для чего? Я показываю насадку с самым тонким носиком. Это насадка для тонких узоров и полосок. А еще с ее помощью можно что-нибудь написать. Например, с днем рождения или что-то такое. Ясно. А ведь это мысль. У нас же литературный клуб, верно? Можно написать на пирожных слова. Это будет в тему нашего выступления. И какое слово кому понравится, пусть такое пирожное и выбирает. Прикольно будет. О, что? Я ожидала, что ты сейчас ляпнешь какую-то глупость. Но вообще-то ты это ужасно няшно придумал. Ха-ха-ха. Наверное, от тебя заразился. Что ты имеешь в виду? Никакая я не няшка. Да ладно, мы же не в школе, тебя никто не критикует. Как я могу не считать тебя няшкой, когда ты так одеваешься? Нацуки отводит глаза. Сам такой. Что ты сказала? Ничего. Давай лучше глазурью займемся. Нацуки торопливо закрепляет насадки на пакетах с глазурью. У нас еще полно работы, хватит зря время тратить.
Сейчас я тебе покажу, как это делается. Нацуки принимается за работу, не оставляя мне никаких шансов обдумать, что сейчас между нами произошло. Она показывает мне, как наносить глазурь. Теперь мы оба заняты делом. Когда мы наконец заканчиваем, Нацуки выставляет пирожные в ряд и любуется ими. Смотри, красотища какая! Отлично получилось, да? Мне бы хотелось съесть одну прямо сейчас. Почему бы и нет? Запросто можешь. Да, но сейчас папа готовит ужин, так что мне наедаться никак нельзя. Ха-ха-ха-ха. Сайори совсем не такая. Будь она тут, мы бы съели уже десяток пирожных. И у нее бы еще место для ужина осталось. Это попросту не здорово. К тому же, когда папа готовит, я должна съесть как можно больше. Ладно, я надеялась, мы еще мангу почитать успеем, но мне правда домой пора. Так быстро? Жалко. Сам виноват, ты слишком медленно все делал. Надо было раньше думать. Больше у тебя такого шанса не будет. Как обычно, Нацуки во всем обвиняет меня. Притащишь завтра пирожные, ладно? Если вы понесете их вместе с Сайори, за один раз точно справитесь. Без проблем. И не волнуйся, я не дам ей их съесть. Ха-ха-ха-ха. Жаль, она меня не слушается, так как тебя. Да. Я вновь вспоминаю о нашем разговоре с Сайори сегодня днем. Я ощущаю себя совершенно беспомощным. Сайори обычно слушает меня, но в тот момент у меня было ощущение, что она совсем меня не слышит. Ну, все, я собралась. Отлично потрудились сегодня. А ты тоже? И ты тоже молодец. Давай я провожу тебя, что ли? Нацуки собирается уходить, и я глазом моргнуть не успел. Фу. Я и глазом моргнуть не успел. День пролетел в мгновение ока. С ума сойти. Я хотел, чтобы мы с Нацуки стали чуть ближе, но получилось ли это у меня? Я пойду. Спасибо за помощь и вообще. До завтра. Нацуки, постой. Ты сказала до этого, что шанса больше не будет? Это совсем не обязательно так. Сегодня было весело. Ты научила меня печь, как и собиралась. Но вообще-то ты можешь приходить в гости. Я бы хотел, чтобы мы чаще проводили время вместе. Можем мангу почитать или сходить куда-то. Ты это серьезно? Нацуки напряженно смотрит на меня, стараясь не выказывать своих чувств. Да, я хочу проводить с тобой больше времени. Олег, я думала, ты просто хочешь что-то сделать к фестивалю и все. Мне очень жаль, что сегодня надо уйти так рано. Так обидно. Я бы с радостью задержалась подольше. Я чувствую то же самое, что и ты. Так что... Нацуки внезапно придвигается совсем близко. Нацуки, постой! Нацуки поднимает на меня глаза. И я ощущаю, как ее пальцы сжимают ткань моей рубашки, как будто она держится за меня. Я не вижу ничего, кроме ее порозовевших щек, сияющих глаз и приоткрытых губ. Что происходит? У меня кружится голова. Я ощущаю ее нежное дыхание. Я это чувствую. Уже давно. Нацуки отпрыгивает от меня. Это что? Сайори? Привет, Олег. Сайори? Послушай, мы не... Хе-хе-хе. Все в порядке, Олег. Я просто зашла поздороваться. Тебе надо было прийти чуть раньше. Я уже ухожу, так что...
Что, правда? Какая жалость. Ну да. Ничего, завтра на фестивале увидимся. Все в порядке. Только не ешьте пирожные. Ладно, до встречи. Вконец сконфуженная Нацуки убегает. И Сайори мешает ей... И Сайори машет ей вслед. Вот тебе и нежданочка. Так, сразу извиняюсь, извините за небольшие неполадки. И давайте продолжим, наконец. Сайори. А то не хочется тут останавливаться. Хоть и момент хороший, но что-то маловато. Я думал, ты не хотела приходить сегодня. Ха-ха, ну, я пыталась усидеть дома, но воображение играло со мной такие злые шутки. Мне надо было прийти и все увидеть самой. Увидеть что? Ты о чем вообще? Ну, хорошо ли ты проводишь время с Нацуки и насколько вы с ней близки? Это меня очень радует. То, что вы с ней так подружились. Для меня это самое главное. Слезы струятся у Сайори по щекам. Для меня это самое главное. Почему я так ужасно себя чувствую, Олег? Я ведь должна быть счастлива за тебя. Так почему мне кажется, будто у меня сердце рвется напополам? Так больно. Мне все причиняет такую боль. Было бы лучше, если бы я могла просто исчезнуть. Сайори, не надо так говорить. Это правда, Олег. Если бы меня тут не было, тебе бы не пришлось бы тратить на меня свои чувства. Тьфу, на меня свое сочувствие. Тебе бы не пришлось мириться с моим эгоизмом. Моника была права. Мне просто надо... Моника? В чем Моника была права? Сайори, я тебе уже все сказал. С этого дня все будет по-другому. Ты считаешь, будто забота о тебе меня напрягает, но это не так. Мне нравится заботиться о тебе, и я ни на что это не променяю. Даже если потребуется целая жизнь, я всегда буду рядом, чтобы ты больше не чувствовала боль. Но... Сайори отворачивается. Я кладу руку ей на плечо, чтобы ее подбодрить. Мне страшно, Олег. Мне очень страшно. Чего ты боишься, Сайори? Я боюсь, что я люблю тебя сильнее, чем ты меня. Сайори? Это же правда. Я проявила слабость и в тебя влюбилась. Я сама во всем виновата. Олег, я люблю тебя так сильно, что мне хочется умереть. Вот что я чувствую. И... Сайори, прекрати. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Я беру Сайори за руку и крепко сжимаю ее пальцы. Помнишь, я говорил, что всегда знаю, как тебе будет лучше. Ты мне по-прежнему веришь? Сайори безмолвно кивает. Даже если ты сама не понимаешь, что чувствуешь, я знаю, что тебе сейчас нужно всего. Что тебе сейчас нужнее всего. И я дам тебе именно это. Сайори... Ну давайте, еще. Ну разумеется, мы идем по пути Сайори. Сайори, я тебя люблю. Это то, что я на самом деле чувствую. Ты никак не можешь любить меня сильнее, чем я тебя. Мне давно надо было это понять. Но чем больше времени я проводил в клубе, заводил новых друзей, болтал и смеялся с тобой каждый день, тем лучше осознавал, что дороже тебя у меня никого нет. Поэтому я готов решать все твои проблемы, только бы между нами ничего не менялось. И ты всегда была рядом. Тогда мы оба будем счастливы, и я и не сомневаюсь. Олег. Внезапно Сайори стискивает меня крепко-крепко. Олег, ты правда так думаешь? Да.
И я обнимаю Сайори и притягиваю ближе к себе. Никогда больше не уходи от меня. Тьфу, никогда больше не уходи от меня. Я тебя люблю, Олег. И хочу быть с тобой всегда. Я тоже. Я чувствую, как объятия Сайори ослабевают. Да что же это? Сайори? Я ведь должна быть счастлива сейчас. Я всегда думала, что это будет самый счастливый миг в моей жизни. Но почему? Даже теперь. Почему тучи над головой не расходятся? Они совсем никуда не деваются, Олег. Ничего страшного, Сайори. На то, чтобы все наладилось, нужно время. Но неважно, сколько времени понадобится, я всегда буду рядом с тобой. И сейчас это самое главное. Ладно, я тебе верю. Мы с Сайори медленно разжимаем объятия. Так что завтрашний фестиваль будет вроде как нашим первым свиданием, да? Хи-хи-хи. Что ты такое говоришь? Я вообще не хочу думать о таких вещах, понимаешь? Я хочу, чтобы все было так же, как было всегда, даже если мы теперь парочка. Меня вряд ли хватит сейчас на что-то большее. На что-то большее. Для меня все это слишком неожиданно и пугающе. Я понимаю. Мы будем двигаться вперед с той скоростью, какая тебе удобна. Олег. Сайори вновь устремляет на меня взгляд и невесело улыбается. Даже если мне делается совсем грустно, это ведь хорошо для меня, правда? Мне трудно сообразить, что Сайори имеет в виду. Ты хочешь сказать, что все это тебя печалит, Сайори? Не знаю. Я не понимаю, что я чувствую. Когда ты признался мне в любви, это было как острые терновые иглы. Но именно поэтому я так хочу тебе доверять. Ты всегда сделаешь так, как будет лучше для меня. Ого, конечно, я тебе обещаю. Я говорю это с уверенностью, но на самом деле Сайори приводит меня в смятение. Я знаю, что люблю ее, и она любит меня. Но я настолько же плохо понимаю чувства Сайори, как и она сама. И хотя мне удастся ее успокоить. Я терзаюсь сомнениями. Возможно, я веду себя неправильно, или или делаю слишком мало. Я знаю, что эти вопросы будут терзать меня, пока все не станет таким же, как прежде. Это ли имела в виду Сайори, когда говорила, что не хочет никаких перемен? Я не знаю. Но я точно знаю, что буду стараться изо всех сил. Для меня нет никого дороже Сайори, и я сделаю все возможное, чтобы мы с ней были счастливы вместе. Вот оно, идеальное место для того, чтобы закончить. И в следующей серии мы уже попадем наконец-то на фестиваль. Наконец-то! Я буду надеяться, они добавили хотя бы картинку фестиваля в игру. Иначе это слишком будет, это вообще будет гадко, и я обижусь на разработчиков. Потому что если это такой плюс именно, там должен быть этот фигов фестиваль. Я не знаю, будет он или нет, я не смотрел чужие прохождения. Но будем надеяться, что будет. И Сайори все-таки мы сможем спасти. Ну что ж, попрошу вас, пожалуйста, напишите комментарий с мнением, предложением игры, если хотите, если у вас есть что-то интересное. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы узнавать о новых видео первыми. И лайк поставьте, если вам понравилось. И в Discord вступайте, в нашу дружную семью. Я буду рад видеть в ней новых людей. Ну и делитесь видео в социальных сетях, если хотите. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.